Я в кардиологии. Если хочешь знать мое мнение, ты рановато, Рома, на работу вышел. Пап, я чувствую себя хорошо. Тебя в кардиологии проводить? А этого еще не хватало. Я уже не маленький. Ну да, конечно. Лиз. О, ну наконец-то. Фель, ты как? Да ничего, нормально. У вас как дела? Да, запара, как всегда. Я хочу в отделение к вам взглянуть. Хочу справочник по эндокринному бесплодию забрать. А так у меня в кабинете. Пошли. Так не больно? Нет, Сережа, накладные относить не надо. Вот этот отчет возьмешь и сдашь в налоговую, понял? Люсь, я опять что-нибудь напутаю. Давай лучше я тебя подожду. Хорошо. Кто к Широкову? Я. Женщина, вы, наверное, не услышали? К Широкову последняя я. Люся, ты не узнал меня? Агата? Сережа, это Агата. Здравствуй, Сережа. Привет. Болеешь? Нет, я пойду, я тороплюсь. Погоди, ты же к Широкову собиралась. Вы как, у вас все нормально? Да вроде все неплохо. А ты как, Агата? Отлично. Отлично. Я деньги дома забыла. Доктору надо стерильные перчатки и одноразовый простынь. Я Погоди, я тебе деньги дам. На. потом отдашь как-нибудь, хорошо? Спасибо, Люся. Я пойду куплю все в аптечном киоске. Возвращайся потом, поболтаем. Столько не виделись. Кошмар. Слушай, Агата выглядит лет на 10 старше. Мы ведь с ней одногодки. Бухает. С чего ты взял? А что, разве не видно? Не видно. Давно фотографировал? Неделю назад выросла, правда? Она такая прикольная стала. Так интересно за ней наблюдать. Ходит, пытается говорить. А я у нее ама. Представляешь? Ну, не мама, а... Держи. Спасибо. Да. Можно? Роман Алексеевич, рад вас видеть. Как вы себя чувствуете? Нормально себя чувствую. Елизавета Юрьевна, я хотел спросить, а можно мне со Ставицкой дежурством поменяться? Причина? Да, нужно сегодня вечером задержаться в центре репродуктологии. Я посмотрю в графике. Ага, хорошо. Пойдем. Рассказывай, что и как. Ты была у врача? Да, конечно. Вот настойку прописал. А ты мне не врешь? Ой, какая ты у меня строгая. Идем отсюда. Куда? Домой? Нет, я домой не хочу. Мам, идем домой, пожалуйста. Я есть хочу. Валечка, девочка моя, ну какая проза? Жизнь – это музыка, и мы ее идем слушать. Да. Жак? Лиз, как я рад тебя видеть. Знаешь, а мне здесь не очень рады. Я только что встретил льва. Он был холоден, как лед для шампанского. Присаживайся, пожалуйста. Ну, как жизнь? О, bien. Не женился? Нет, не женился. Знаешь, я до сих пор не могу забыть Валерий.
Был на могиле ее, положил цветы на холодную плиту. Мрачный памятник. Спасибо, что не забываете ее. Не забываем. А вообще, зачем ты приехал? За маленькой Валерии? Что? Да, теперь я могу забрать свою девочку. Все плохое, Лиз, позади. Теперь я работаю в корпорации, очень большой корпорации. Представительство по всем странам Европы. Здесь, в Восточной Европе, тоже. Я теперь богат. Хочу искупить вину перед дочерью. Где она? Ну что ж, 30-я неделя у вас. Появились небольшие отеки. Присаживайтесь. Уже знаете, кого ждете? Да, мальчик будет 3-й. Ну а что, не рады, что ли? Мы, конечно, не планировали, живем мы скромно. Муж переживает, говорит, будет тяжело, но я нисколько не жалею. Ну вот отлично. Я никогда аборта не делала, это ведь грех. Ну тогда побольше оптимизма. Ну то что вы расстроены? Ну, мальчик, еще один ребенок. Вот и мужу объясните. Да мужу ничего объяснять не надо, Роман Алексеевич, все нормально. У меня муж замечательный. Я, собственно, из-за другого расстроилась. Я свою бывшую одноклассницу только что встретила и не узнала. Она так постарела, она так изменилась, страшно просто. Ой, хорошо, что у меня мальчик, а не девочка. Девочкам в этой жизни тяжелее. Ну, об этом вот можно как раз поспорить. Так, а ваша задача сейчас беречь себя. И вообще, все посторонние мысли прочь. Да я стараюсь. Ну вот и отлично. А сейчас давайте-ка пойдем вместе на музей. Давайте. Странно. Странно, Жак, тебя вдруг заинтересовала судьба Валерии. В тот момент, когда она родилась, и ты был ей нужен больше всего на свете. Ты бросил ее, отказался, сбежал. Как? Как ты не понимаешь, Лиз? Я был в шоке. Я растерялся. Я мог потерять работу. У меня вот не было ни копейки. Все ушло на суррогатного ребенка. Гибель Валерии – это был нокаут. Я потерял почву под ногами. Я не хотел жить. Слушай, Жак, мужчина ценится не потому, что он делает, когда у него все bien, а потому, что он делает, когда он теряет почву под ногами. Извини, не понимаю. Все очень сложно. Лиз, давай не будем об этом. Лучше порадуйся за меня. Теперь у меня все хорошо. У меня есть работа, у меня есть дом, есть машина, есть деньги, есть своя яхта. Все это для маленькой Валерии. Где она? Ее удочерили. У нее теперь другая фамилия. Какая? Я не знаю. Жак, нам не сообщают фамилии людей, которые удочеряют брошенных детей. Брошенных. Она моя Да дочь. какая она твоя дочь, ты от нее отказался? Жак, уезжай. Ну как ты не понимаешь, Лиз? Я же все объяснил. Я тогда не мог поступить иначе. Ну опять ты о себе. А мы? Я, Лева, Роман. Мы были в каком? Мы были в другом состоянии. Нам тоже было очень нелегко. Жак, уезжай. Лиз, я найду Валерий. Чего бы мне это ни стоило. Подарки забери.
Размеры плода соответствуют сроку беременности. Отклонений не вижу. Спасибо, Надежда Алексеевна. Вы выходите в коридор, сейчас доктор все напишет, я вам вынесу. Хорошо, хорошо. Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. Душевно, просто замечательно. И особенно физически. Ты Агату не видел? А, да нет. А помнишь, как ты в школе старался ее завоевать? Ну, так тогда все старались. Молодые были, глупые. Вообще хорошо, что она тогда после школы в Москву укатила. А то все парни в районе из-за нее передрались бы. А теперь вернулась, стало быть. Первая любовь, она ведь не забывается. Люсь, ну ты ее видела. Там же глянуть не на что. Не сходи с ума, у нас 2 детей. Уже 3. Вот, 3. А ты мне о какой-то Агате. Вот заключение. Бондарев приводил ко мне свою дочку Наташу. Она уже 3-й год не может забеременеть. Поликистоз яичников и овуляторный цикл. Ну, эндокринное бесплодие – это не приговор. Конечно. Я посоветовала Валентину Ивановичу обратиться к тебе. Но потом подумала, Подумала, и что? какой смысл, ведь ты уезжаешь, а теперь ее ведет Думанский. Так, и куда это я уезжаю? Куда это меня направляют больничные сплетники? Ладно уже. Все в больнице знают, что ты вернулся к жене и уезжаешь в столицу. Ладно, передавай привет своему мужу. К кому? Какому мужу? Лар, ну вся больница знает, что ты вышла замуж за Бондарева. Мужик он замечательный, ну, правда, немного старше тебя. Ну, чё? А вот ты знаешь, мне всегда нравились мужчины постарше. Вот мне интересно, чем? Ты знаешь, они более серьезные. А тебе это очень важно, да? О, Жак, бонжур. Здравствуйте, мадемуазель. Да, к сожалению, пока мадемуазель. Вот никак не получается стать мадам. А вы у нас какими судьбами? Вита, скажите, вы не знаете, кто удочерил Валерий? А Лизавета Юрьевна не знает? Нет. Ну так если Лизавета Юрьевна не знает, откуда же я могу знать, правильно? Да. О, презент из Парижа. Гранд-мерси, Жак. Гранд-мерси. Ревуар. Ревуар. Что нерадостно, Филатова? Француз не рады? Не нравится мне все это. Ничего. Валерион тебя забрать не сможет. Я уверен, что его запал очень быстро иссякнет. Ты удочерил ее по всем правилам, а на все остальное можно наплевать. Мрачный совет от мрачного друга. У тебя что, Широков? Отец у меня сегодня в кардиологии был. Я думал, так это повод до больницы мне проводить. Коллегам позвонил. Говорят, атипичная картина прединфарктного состояния. Экстасистолия, блокада, декомпенсация кровообращения. Ого. Так это покой нужен. Угу. Покой. Покой нам только снится. Раздеваться? Подождите, присаживайтесь, давайте поговорим. С чем пожаловали на этот раз? Я надеюсь, вы не беременны? Почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Новая жизнь, новая любовь.
Агата, вы беременны? Да, он очень хочет сына. Кто он? Мой возлюбленный. Я хочу вам напомнить. В последний раз мы виделись с вами, когда вас привезли на последнем сроке беременности, после попытки суицида. Помните? Пришлось прибегать к экстренному родоразрешению. Ребенок родился с тяжелейшими патологиями. Прекратите. Зачем вы тревожите незаживающую рану? Потому что вы бросили ребенка, больного ребенка, по вашей вине. Не надо упреков. Жизнь не щадит меня. Неужели я не заслужила лучшей жизни? Агата, вы пьете? Нет, честное слово. Новая жизнь, новая любовь, новые ощущения. Так, Агата, слушайте меня внимательно. Я не дам вам искалечить жизнь еще одного ребенка. Или вы будете в точности придерживаться всех моих рекомендаций, и я это буду проверять. Или я буду ставить вопрос перед руководством о назначении аборта по медицинским показаниям. Алкоголизм матери есть в перечне болезней, при которых рекомендовано прерывание беременности. Вы меня травмируете. Вы этого не понимаете? Я уже перевернула грустную страницу своей жизни. Я возрождаюсь, как феникс из пепла. Послушайте, Агата, почему вы все время говорите так высокопарно? Я очень известная поэтесса. Мои стихи печатают во всех толстых журналах. Скоро выйдет сборник моих стихов. Я вам обязательно подарю один экземпляр. Почему мне никто не сказал? Я есть. Почему мне никто не напомнил? Я все еще здесь. Просыпаюсь от громкого крика за белой стеной. Снова мир. Этот мир борется только со мной. А другие? Агата Ветка. Неужели не слышит? Послушайте, у вас в карточке вроде написано Агата Белецкая. Ветка – мой литературный псевдоним. Понятно. Витя, что это тебе за украшение на вот? Что это? На выходные в Париж летал, что ли? Очень смешно. Нет, это подарок. Это Жак мне подарил. Да ты что? Отец Валерии. А еще он мне подарил настоящие французские духи. Чувствуешь? Чувствуешь запах страсти? Странный запах какой-то. Альберт, мне кажется, пришло время расставить точки над «и». В смысле? Ну скажи, чем я тебе не пара? Ну, будем жить душа в душу. Я буду тебя любить. Ты будешь жить, как у Христа за пазухой. Накормлен, обстиран, обштопан, обласкан. Если мне понадобится домработница, то я говорю, у меня хватит средств ее нанять. Даже с интим-услугами, честное слово. Ах, вот оно что. Ну, спасибо за правду. Тогда откровенность за откровенность. Ты знаешь, почему от тебя ушли обе жены? А да потому что ты никого, кроме себя, не любишь. Ты эгоист, ты даже маму свою не любишь. А заботишься потому, чтобы она тебе квартиру отписала, а не сестре. Понял? Алло, Петь. Слушай, ну что, заказов не было новых? Понятно. Да не, ну какой свободный? Света пусть объявление даст в газету, а ты сиди на телефоне. Вдруг кто проклюнется. Угу. Здравствуй, Сереженька. Привет, Агата. Не угостишь мне кофе? Ну, если ты хочешь, конечно. Да. Валентин Иванович, вы один? Ну, а с кем мне быть? Просто Ставицкая к вам торопилась, даже прием отменила.
Ну, отменила только полдня. Облздрав сейчас проводит семинар для УЗИстов. Так вот, Надежда Алексеевна приходила за приглашением. Да. У вас что, срочно? Хотел поговорить, посоветоваться. Присаживайтесь. У меня только что была некая Агата Белецкая. Алкогольный делирий, попытка суицида, выкидыш. И сейчас приходит на прием, вновь беременна. Вообще-то я ее наблюдал еще до вашего приезда. 2 выкидыша, теперь это беременность, о которой вы говорите. Пропащая. Нужно прерывать. Ну, это-то мы всегда успеем сделать. Если позволите, я все-таки попытаюсь побороться за эту Белецкую. Роман Алексеевич, право ваше. Но поверьте, это пустой номер. Знаете, она не похожа на типичную алкоголичку. И мне кажется, что ей самой противно то, что с ней сейчас происходит. Вообще-то с ней все понятно. А вам это зачем? Человек стихи пишет. Ну, значит, не все потеряно. Ну, если, конечно, она их пишет. Доктор прописал. Сереженька, а ведь ты любил меня. Но это когда было? Ты меня тогда променяла на Москву. Говорят, ты в литературный институт поступила, замуж вышла. За Роберта Белецкого. Ты не можешь не знать Белецкого. Это очень известный поэт. Родила ему дочку. Меня печатали все журналы. Ну, а чего ж ты тогда вернулась? Я полюбила. Он был гений. Бросила Белецкого, оставила ему Валю. Валю? Дочку. Я ушла к гению красиво, босиком. Белецкий был в ярости. Он мстил жестоко и подло. Меня перестали печатать. Белецкий запретил. Он очень влиятельный человек. И ты сюда приехала со своим гением? Нет. Он меня бросил. Я не хотела жить. Напилась снотворного. Но меня спасли. Зачем, Сереженька? Извините, что заставил вас ждать. Нужно было проконсультироваться с заведующим консультацией. Да вы не извиняйтесь, я все понимаю. Ну что ж, тогда к делу. Людмила, у вас матка в тонусе, а это не очень хорошо. Что нервничаете, какие-то проблемы дома, на работе. Ну, есть проблема. У нас с мужем небольшая строительная фирма. Впервые за многие годы у нас нет ни одного заказа. В общем, муж переживает. Я стараюсь, конечно, его поддержать как-то, но сама тоже переживаю. В общем. Понятно. Давайте-ка мы с вами будем ложиться в стационар. От греха подальше. Может, как-то амбулаторно, Роман Алексеевич? Я понимаю, неприятно, но что делать? Агата, а стихи ты пишешь? Конечно, пишу. Не теперь. Ты пить бросай. Ведь ты сама на себя не похожа. Я тебя даже не узнал сразу. Мы с Люсей могли бы тебе помочь. Я могу взять тебя на работу. А у меня все в порядке, мне не нужна помощь. Меня ждут в Москве. Вот, приглашение прислали на литературный фестиваль. Наверное, дома забыла. Я
такая рассеянная стала. Агата? Я тебя жду вообще-то, а ты... Сережа, это мой Геночка, мой гений. Он скоро затмит Бродского и Пастернака. А я его муза. Правда, любимый? Пошли. Пойдем, мой свет. Читать поэму в тени раскидистых дерев. Ладно, пойдем. Что это за чмо? Ёлы-палы. Виточка, ну что ты все, сама, да сама. Куда класть? На стол, пожалуйста, Лев Борисович. Ой, а глазки на мокром месте. Лев Борисович, я вас прошу. Без комментариев. Моя личная жизнь вас не касается. Виточка, ну я просто по-дружески. По-дружески. А вам тоже без жены плохо? Или, может, вам домработницы с интим-услугами нужны? Зря вы так, Рита Игоревна. Уходите, Лев Борисович. «14-16 недель. Есть некоторые отклонения от нормы». Отклонение? Что это значит? Зачем вы меня пугаете? Я вас не пугаю. Вставайте, подождите в коридоре, я напишу заключение. Вес и размеры плода ниже нормы. Похоже на алкогольный синдром плода. Но пока трудно сказать. Для алкогольного синдрома характерны дефекты конечностей плода. И лицо ребенка имеет специфическую форму. Но этого, что мы видим, достаточно для серьезного лечения. Так, что вам назначил Широков? Понятно. Как вы вообще себя чувствуете? Гораздо лучше. Я дисциплинированная, исполняю все, что мне рекомендовал доктор. Молодец, пятерка. Что это тут у вас проветриваете? Да, но мало помогает. Скажите, можно я спущусь в холл? Муж обещал приехать. Да, спуститесь очень осторожно по ступенькам, хорошо? Это унизительно ждать в коридоре. Я чувствую себя оскорбленной. Это чувство? Агата, вернитесь в реальность. Вес и размеры вашего ребенка меньше нормы. Вы как вообще питаетесь? В питании продукты не главное. Эмоции. Представьте утро. Вы лежите в постели и слышите скрип старой деревянной лестницы. Это возлюбленный несет вам кувшин свежего молока и свежеиспеченные булочки. Агата, вы алкоголь употребляете? Перестаньте донимать меня вопросами об алкоголе. А то мне и правда захочется выпить. Вы понимаете, что вам нужно лечь в стационар? Я не могу. Я занята. Я помогаю гению составить сборник его стихов. А вам не кажется, что ребенок важнее? Я и дома все. Назначьте мне лечение, я буду принимать лекарства дома. Это не подходит. Есть и дневной стационар. Хорошо. Дневной стационар. Я выпишу вам препараты. Их нужно будет приобрести и начать принимать уже завтра. Деньги, надеюсь, у вас есть? Почему у нас бесплатно только умереть? Хорошо, я добьюсь для вас бесплатных процедур. Сделаю все, что могу. В виде исключения. Да, это правильно. Я исключение. Зачем ты пришел? Уходи. Вообще, ты когда с мамой, то вы постоянно напиваетесь и вы деретесь. Уходи, я сказала. Что ты понимаешь, дурочка малолетняя? Мы творим вообще. Так. Уходи, я сказала. Я папе позвонила в Москву, он уже едет. Вообще, знаешь, какой он известный? Да он тебя в порошок сотрет. И вообще, ты мамой пользуешься постоянно. Уходи, я сказала. Кто кем пользуется? Уходи. Я вообще в полицию позвоню. Ладно. Я
Здравствуй, милая. Здрасте. Ты извини, что я так... Я тебя с Агатой видела. Это моя мама. А вы кто? А мы с твоей мамой учились и дружили. Какой же красавицей, умницей, талантливой она была. Правда? А я думала, мама мне все врет про это. Нет, чистая правда. А ты маму ждешь? А в школу разве не надо? Мне за мамой следить надо. А то она опять снотворного наглотается. Как так? А почему? Ну, понимаете, она всегда, когда напивается, она так делает. Она без меня пропадет. Девочка моя, чем же я могу тебе помочь, а? Не надо мне помогать. Я сама справлюсь. Мам, я здесь. Люся, с деньгами так неловко получилось. Я отдам. Ерунда. Здравствуй, Агата. А мы с твоей дочерью познакомились. Такая славная девочка. А у меня мальчишки, представляешь? Третий будет. Вы с Серёж такие молодцы. А ты как? Агаточка, ты бы к нам с дочерью пришла в гости. Мы ведь столько не виделись. Валя, где Ген? Ушел твой Ген. Куда ушел? Откуда я знаю? Ты прогнала его? Да нужно мне очень. Не смей вмешиваться в мою личную жизнь, дрянь! Господи, уезжай к своему отцу, чтобы я больше тебя не видела! Агата, что ты делаешь? Ой, прости меня, пожалуйста. Солнышко, прости. Все нормально. Прости. Прости. Извините, мы пойдем. Знаешь, у меня такое ощущение, что когда нам хреново, мы специально приходим, чтобы выпить хреновый кофе. Наверное, ты права. Что у тебя сегодня, Колись? Да Жак опять. Что же? Слушай, успокойся, а это уже мазохизм какой-то. Забей ты на этого француза, закон на твоей стороне. Я понимаю, но он может рассказать со временем, Валерий, что я не родная мать. Если у нашего французского друга появятся такие планы, ты мне маякни. Я ему вмиг эту охотку обломаю. Спасибо. А сам ты что психуешь? Да вывел мне муж пациентки одной. Говорит, перевяжите моей жене трубы. Нормально? Ну, нормально. Сотни женщин с такой просьбой приходят. Если женщина приходит, это нормально. А если мужик просит, чтобы бабе трубы перевязали? Ну да, как-то так. Люсь, привет. Привет. Ну как ты? Хорошо, Сереженька, только очень грустно. Всегда и во всем все зависит от мужчин. Мне повезло, у меня есть ты. Ты всегда не только любил меня, но и заботился обо мне. Я всегда доверяла каждому твоему слову, и ты всегда был прав. Как ужасно, когда рядом женщина, нет настоящего мужчины. Люсь, ты чего? Я Агату видела, и дочку ее. Сереженька, это ужас. Люсь, ну нам бы со своими проблемами справиться. Я знаю, я думаю. Справимся. Но только, знаешь, надо остановиться. 3 детей – это нормально. А вот больше не надо. С бизнесом все так шатко. Нужно что-то предпринять, чтобы ты больше не беременела. Конечно, Сереженька. Вот у меня один товарищ, ну, в общем, его жена, она себе трубы перевязала, чтобы больше не беременеть. И вот ты могла бы сделать то же самое. Что? Ну, ты же согласна, что детей больше не нужно. Лучше сразу развестись. Ничего не понимаю. Детей больше не нужно, и абортов не нужно. Ну и как выкрутиться? Тихо, 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 нет, не так. Спокойно, между схватками. Ну, хорошо. Что
Вот рано вы надумались рожать, Люся Петрова. Ой, я переволновалась. Ничего, рожать будем. Сначала расстроилась из-за одноклассницы, потом с мужем поругалась. Результат. Ну ничего. Тихо, тихо, тихо. Это только начало, не надо так кричать. Дальше будет хуже. Хорошо, все. Схватки по каретке. Сейчас переведем вас в родильное, а Роман Алексеевич вашему мужу позвонит. Да, я пойду операционную готовить. Вы ссориться потом будете. Сейчас вам нужна его поддержка. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, а к вам Агата Белецкая не поступала? Сейчас посмотрим. Одну секундочку. Белецкая, да? Да. Нет. Точно? Нет, точно нет. У вас мальчик, я знаю. А что с ним? Сейчас мальчик недоношенный, но выглядит вполне удовлетворительно. Мы понаблюдаем его. Люся, все хорошо, вы молодец. Насчет ребенка не волнуйтесь, даже мы и не таких выхаживали. Скажите, а где мой муж? Он здесь? Конечно, а где ему быть? Он в коридоре дрожит. Петров, поздравляю вас, сын. Спасибо. Мы знали, что будет мальчик, лишь бы был здоровенький. А как Люся? Состояние вашей жены не вызывает опасений. Вот ребенок родился недоношенным. Что там у вас тряслось? Ну, это из-за разговора о стерилизации. Оскорбилась? Правильно. Для того, чтобы зачать ребенка, нужно вдвоем действовать. Для того, чтобы не забеременеть, тоже. А можно мне к Люсе? Петров, это же не первые ваши роды. Вы же знаете, что нельзя. А передать сможете? Чтобы простила. У вас есть мобильный телефон, звоните, она вполне в состоянии вам ответить. Поздравляю. Спасибо. Ну и дежурство. Вроде без эксцессов, а устала как собака. Ну, главное, что без эксцессов. Папаш, этот, который просил жене трубы перевязать, приходил, каялся. Это небось ты его своими нравоучениями укатал. Все-таки жалко, что перевязывание труб стало обычной медицинской процедурой. Нельзя лишать женщину возможности детей иметь. Роман Алексеевич, там в приемном покое беременная в тяжелом состоянии. Спасибо. Ну вот, дежурство без эксцессов закончилось. Сиди, сиди, я пойду. Отдыхай. Спасибо. Фу, какой перегар. Там жарко. Отдохнуть я сяду в тишине. Мой ангел, дай мороженого мне. Пить. Аля, Валечка, настойка. Когда же врач придет? Сейчас, деточка, сейчас подойдет. Дай дрянь, дай. А ты кто? Я дочь Агаты Белецкой, Валя. Что произошло? Я пришла домой, мамы уже не было. Я пошла даже в больницу ее искать, там ее тоже не было. А потом я вспомнила, что Гена говорил… А Гена это кто? Это мамин, не вместе. В общем, он рассказывал про подвал, в котором мы не собирались. Я пришла туда, а там уже никого не было, только бутылки пустые, мама валяется и стонет. Я скорую вызвала. Ты молодец, все правильно сделал. Она не умрет, все хорошо. Не умрет. Подожди, пожалуйста, в холле. Валя, дрянь, не уходи, не уходи. Я исцарапаю тебе лицо когтями вместе. Подожди, подожди. Доченька, Агата, я тебя Агата, люблю. Агата. Залейте глотку свинцом горячим. Пить, пить. Не вижу. Сердцебиения нет. Так, срок беременности 20 недель. Замерзшая беременность. Алкогольный делирий. Что, коллеги, спасать будем?
Не убивайте меня презрением. Душ непорочных нет, Лермонтов. Есть душа, есть. Ты еще одну загубила. Господи, идиотка, а. Нельзя. Мне нельзя. Вырвите, вырвите. Чтобы я никогда не убивала непорочные души. Меня нет, я... Все готово, через 5 минут можем начинать. Начинать-то можно, только ее нет. У тебя Широков в шуточке? Правда нет, в астрал вышла. А я мыть спашу. Ты перевязала ей трубы? Все ты, Лиза, видишь. Это запрещено, Ром, ты понимаешь? Она не могла дать согласие, она бредила. Если кто-то узнает… Душ непорочных нет. Чего? Михаил Юрьевич Лермонтов, маскарад. Душ непорочных нет. И я не ангел. Ты какой ангел, Рома? Понимаешь, что будет, если кто-то узнает? Будут неприятности. Не узнает. Слушай, можно я первым в душ? У меня там разговор, переодеться хочу. Дочка этой Агата в коридоре ждет. Не против? Я не против. Мама не умерла? Мама не умирает. И потом как детям без мамы. А ребенок? Ребенок, к сожалению, погиб. Я же говорила ей 100 раз. Мама, ну не надо больше детей. Ты же их убиваешь. Мама все поняла, и больше этого не повторится. Все будет хорошо теперь.